Приветствую, друзья! Сегодня мы рассмотрим динамические наушники с совершенно несвойственным для данного излучателя звучанием. Делает их компания Humco, а называется модель Hamlet M. Не стоит путать ее с Hamlet R от этого же производителя. В данном случае у нас только один, но очень хитрый динамический драйвер и куда более выверенное взрослое звучание. Просто сверхлюбопытные наушники, о них сегодня и говорим. Поехали! Пришли наушники во внушительных габаритах картонной коробки с изображением моделей и полным перечнем характеристик с обратной стороны. Из важного отметим импеданс 32 Ома и чувствительность в 110 дБ на килогерц. В комплект нам положили простенькую такую инструкцию по эксплуатации, приятный плотный бокс из кожзаменителя, внутри щеточка и тряпочка для ухода за наушниками, а также вот такой вот пластиковый бокс с комплектом пенок и силиконовых амбушюр. Кабель выглядит солидно, витой, с гибкими заушинами из термоусадки и прямым металлическим штекером на 3,5 мм. Аппаратура показала его сопротивление равным 0,241 Ома, что очень даже неплохо. Соединение же осуществляется на классических уже вилочных коннекторах 0,78 мм. Сами чашечки выполнены из какого-то сверхлегкого сплава. На внутренней их части располагается немного вытянутый звуковод, а на внешней ступенькообразная текстура с логотипом компании и компенсационным отверстием по центру. В уши они сели отлично, звукоизоляция на высоте. В общем, друзья, мне здесь все нравится. Вот так вот это и выглядит. По измерениям у нас практически идеальный импульс, небольшое расхождение между левым и правым каналом и искажение в пике, достигающее 0,7%. Разве что фаза ведет себя не совсем естественно, зато затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 74 и 96 миллисекунд без каких-либо возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 8 дБ с плавным заходом на середину, внушительное выделение области разборчивости с дополнительным пиком около 4 кГц, небольшой пик на 8 кГц для усиления резкости звучания и еще один на 13 кГц. Сам же диапазон нам практически довели до заявленных 20 кГц. С заводским графиком мой совпал практически на 100%. Первое, на что обращаешь внимание при прослушивании героев обзора, это какой-то совершенно несвойственный динамическому драйверу характер звучания. Ближе всего он, наверное, к планарному. Такой же сдержанный, с превосходной динамикой, потрясающей прорисовкой нюансов. Отличает его легкий аналоговый окрас и несвойственная для изодинамы масса. По подаче они скорее сухие и чуть отстраненные, зато серединка здесь просто бархатная, с шикарным высокочастотным шлейфом. Удивительно, но когда я их только получил, играли они, мягко говоря, очень спорно. Оттого не спешите ставить им ту или иную оценку. Сначала прогрейте хотя бы 10 часов. Редко такое случается, но в данном случае я могу констатировать серьезные изменения в лучшую сторону. Ушел непонятный такой синтетический призвук, который можно было наблюдать на всей верхней половине спектра. Сейчас же все максимально естественно и точно. Звучание хорошо сбалансировано, то есть без особого перекоса в светлую или темную сторону. Баса хотя и немного, но вполне хватает, да и по глубине он заходит достаточно далеко. Верха же это вообще отдельный кайф. Именно по ним я и ориентировался, когда сравнивал этот звук с планарами. Прекрасная протяженность, разборчивость, теплота и практически призрачные затухания. Лично меня, друзья, этот диапазон зацепил сильнее всего. Серединка кажется слегка подсушенная, однако и в ней полно энергии и драйва. По мелодичности и выразительности Hamlet M тоже ближе к планарам, чем к классическому динамическому звучанию. Но исходя из просто безумной популярности подобных решений, заходит такое, если не всем, то очень существенному числу меломанов. Относительно стилистики никаких особых ограничений не вижу. Бас в меру быстрый, текстурный, чуть поджатый на запчасти. Серединка имеет небольшое такое аналоговое смягчение, но при этом довольно выразительное и четкое, а
верха словно вишенка на торте. Слегка теплые, слоистые и просто невероятно комфортные. Внимание как-то само за них цепляется, и отпускать его уже не хочется. Источник тоже можете выбирать любой. Несмотря на схожесть подачи, это не планары, так что качать их особо не придется. Сцена строится широко, лишь к прорисовке пространства в глубину у меня лично есть вопросы, но и то это больше касается такой сложной оркестровой музыки. Если же перейти к металлу или довольно жесткой электронике, то тут все просто идеально. Прекрасная разборчивость, скорость отработки переходных характеристик и просто сумасшедшая динамика. Для тяжелой музыки это то, что доктор прописал. Джазу может чуть-чуть не хватить эмоций или прозрачности, а вот рок, блюз, соул шикарно. Сама же подача очень схожа с хармоновской. Нейтральная, чуть подсушенная, с комфортными высокими частотами и просто превосходной прорисовкой различных, даже самых мелких нюансов. В сравнении с Teen Hi-Fi T1S звучание последних кажется не таким выразительным и четким, хотя непосредственно почерк у них довольно схожий. 7 Гц Eternal максимально сочный, мелодичный, эффектный, что к героям обзора имеет такое очень опосредованное отношение. Для чего-то акустического я бы без сомнения выбрал Eternal, а вот для рока и металла Hamlet M. С чем-то арматурным сравнивать их не вижу смысла, поскольку общих моментов у них крайне мало. Hamlet M понравится прежде всего тем, кто ищет что-то бархатное, теплое на середине, с хорошим текстурным басом и прекрасными утонченными верхами. Прямо идеальной прозрачности здесь, конечно же, нет, при этом звучит все предельно чисто и максимально естественно. Словно взяли хороший планарный драйвер и наконец-то добавили ему веса и глубины, чтобы и изысканность сохранить, и объема добавить. Понятно, что все эти разговоры о планарах скорее условность, но как-то иначе выразить их собственный неповторимый характер просто невозможно. Не зря так много внимания производитель отвел подробному описанию динамического драйвера и хитрой акустической камеры к нему. Итогом, динамические внутриканальные наушники Humka Hamlet M очень достойно выглядят. Имеют прекрасный комплект, отличную посадку, да и характер звучания у них не из простых. Больше всего это похоже на какой-то изодинамический драйвер вкупе с хармоновской настройкой, когда все чисто, выразительно, с добротным текстурным басом, чуть подсушенной, скорее даже нейтральной, но очень выразительной серединкой и превосходными по своим характеристикам верхами. Оценить их сразу из коробки у вас вряд ли получится. Наушникам просто необходим хотя бы небольшой прогрев. Мне они больше зашли в контексте тяжелой музыки. Для живой их, конечно, тоже можно использовать, но эффективность будет не столь велика. А вот электрические, электронные жанры – самое оно. На мой взгляд, модель не особо универсальна, да и в зависимости от прогрева они могут быть самые разные, порой даже противоречивые мнения. Мне эти ушки очень понравились, но оценил я их тоже далеко не сразу. А на этом у меня все. Это были динамические наушники Humka Hamlet M. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.